Великолепная Турция, часть 2. В этом выпуске мы отправимся в автопутешествие по Турции и проедем 1500 километров. Мы посетим самые интересные курорты на Средиземном и Эгейском побережье. Заедем в город Денизли и посетим невероятное место Памуккале. И изучим древние города античной эпохи. Поехали! Итак, мы приехали в Анталию, провели здесь несколько дней, заехали на водопады и отправились в путь. Мы поехали на восток от Анталии, и первое место, куда мы заехали, был древний город Фасилис. Перед входом в развалины города расположен небольшой уютный пляж, окруженный хвойными лесами и живописными скалами. Сюда приезжают отдыхать турки и устраивают пикники. Атмосфера на пляже довольно приятная, и вы, скорее всего, не встретите тут толпы туристов, что для нас было огромным плюсом. Сам древний город Фасилис был основан в 7 веке до нашей эры колонистами с острова Родос и является городом Древней Ликии. Любителям древней истории обязательно сюда, плюс вы можете совместить изучение древних руин с прекрасной природой Турции и насыщенным хвоей воздухом. Мы продолжили путь, и следующее место до сих пор остается нашим любимым на Средиземном море. Это деревня Чаралы. Пляж является национальным парком и находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде, как зона размножения морских черепах вида карета-карета. Чаралы – идеальное место для любителей тихого и спокойного отдыха, где вы можете почувствовать себя наедине с природой. Мы прогулялись по Чаралийскому пляжу и на следующее утро двинулись исследовать древний город Олимп, который находится в крайней точке пляжа. Античный город был построен выше небольшого залива в глубоком ущелье, вдоль небольшой речки, и известно, что во II веке до нашей эры стал членом Ликийского союза. Олимп вместе с городом Фасилис временами подвергался грабежам киликийских пиратов, а в 42 году до нашей эры перешел под управление Римской империи. Забравшись на одну из высоких точек древнего города, можно увидеть Чаралийский пляж во всей красе. Пляж у входа в город Олимп уникален тем, что в море впадает река, и тут смешиваются пресная и морская воды. Вода в море кристально чистая, и плавать тут одно удовольствие. Также возьмите с собой маску для снорклинга, так как под водой можно увидеть много чего интересного. Мы забрались на другую сторону горы, где находятся развалины древней крепости, и восхитились видом Чаралы с другой перспективы. Также о Чаралы сказано еще будет очень много, так как мы возвращались сюда не раз, и Чаралы будет одной из остановок на Ликийской тропе, и вы это увидите в последующих выпусках. Здесь вы можете увидеть величественную гору Такталы, на которую мы будем совершать восхождение в следующем выпуске о Ликийской тропе. Мы прощаемся с прекрасным Чаралы и движемся дальше, в город Каш. К сожалению, в Каше мы провели всего один вечер и не успели исследовать его сполна. Утром мы выехали в сторону пляжа Капуташ. Старайтесь приезжать сюда рано утром, так как найти парковку было очень сложно даже в 9 утра.
Пляж Капуташ просто манит своей сказочно-бирюзового цвета водой. Пляж Капуташ является одним из красивейших в Турции и точно заслуживает остановки на вашем маршруте. Мы насладились прелестной морской водой и выехали в сторону города Патара. Патара – это древний античный город, который являлся столицей Ликии и родиной святого Николая. Патара был крупным морским портом и торговым городом. Патара прославилась в древности как центр оракула Аполлона. Город имеет богатую историю и обязателен к посещению, ведь также рядом с античным городом находится одноименный прекрасный пляж. Нам повезло попасть на высокие волны, и мы, конечно же, пошли кувыркаться в море. Мы двинулись дальше в сторону Аль-Дениза по очень веселой дороге. По пути в Аль-Дениз мы увидели просто обалденные виды. Мы остановились на ланч в этих прекрасных местах и двинулись дальше в Аль-Дениз. Про Аль-Дениз был отдельный выпуск, и если вы еще его не видели, то кликайте по ссылке сверху. Отсюда мы двинулись в сторону курорта Мармарис. Так как мы не фанаты шумных курортов, с Мармариса мы выехали в сторону города Денизли. Рядом с городом Денизли расположено удивительное место Памуккале. Памуккале – это местность с геотермальными источниками, аналогами которых нет нигде в мире. Комплекс из 17 минеральных источников известен еще с античных времен и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бассейны и травертины образовались на склоне холма благодаря стекающей вниз насыщенной кальцием воде. Тысячи лет кальций оседал на поверхности, и в итоге образовался по-настоящему неземной ландшафт. Памуккале действительно удивительное место, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни. Затем мы поплавали в бассейне Клеопатры. И посетили древний город Иерополис. Поздоровались с местными котами
и выехали в сторону курорта Бодрум. По пути в Бодрум мы, конечно же, не упустили шанса заехать в очередной древний город Афродизиас. В Афродизиасе можно увидеть сохранившийся храм Себастион, огромный амфитеатр, стадион и храм Артемиды. Город был построен в конце 1 века до нашей эры. Древний город попал под власть многих цивилизаций и сохранился до наших дней. Древний город находится в стороне от шумных курортов и больших дорог, так что здесь вы сможете насладиться древней историей без огромных толп туристов. Тут вы можете наблюдать величественный храм Афродиты. С нами поздоровался очередной турецкий кот, и мы двинулись дальше в сторону Бодрума. Бодрум – это курорт, куда съезжается турецкая богема и является столицей ночной жизни. Здесь находится рекордное число баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный метр. Так что, судя из описания курорта, как вы уже поняли, долго мы тут не задерживались. Бодрум находится на полуострове, обращенный к греческому острову Кос, между не менее популярными курортами Эгейского побережья Турции, Измир и Мармарис. Суровый турецкий кот, который точно не расположен, чтобы его отвлекали. Мы накормили местных котов и отправились дальше в путь. Мы выезжаем из Бодрума и едем в сторону курорта Кушадасы, который находится на Эгейском побережье. Вечер мы провели на пляже Памуджак. Это один из диких пляжей в районе Кушадасы длиной в 5 километров. Здесь мы насладились прекрасным закатом и на следующее утро отправились в античный город Эфес, одна из самых известных достопримечательностей Турции. Этот поразительный культурный ландшафт включает наследие древних греков и римлян, византийцев и сельджуков. Здесь вы можете увидеть библиотеку Цельса, одну из самых главных достопримечательностей Эфеса. Она была построена римлянами во II веке нашей эры.
Как и во всех других местах Турции, здесь вас будут ждать местные харизматичные кошки. Так что они очень обрадуются, если вы поделитесь с ними частью вашего завтрака. Итак, мы движемся обратно в Анталию и совсем скоро будем собираться в пеший поход по Ликийской тропе. Итак, у нас время 4 часа вечера, 21 сентября, понедельник. Мы собираемся в поход на Ликийскую тропу. Как, ты готова? Нет, я никуда не иду еще. Вот такой у нас хаос. Медленно, но верно. Мы собираемся. Вот здесь самые главные вещи. Осталось совсем чуть-чуть. Не пропустите этот выпуск, ведь это было наше самое эпичное приключение. Там мы увидели другую Турцию, которую невозможно увидеть из шумных популярных курортов и не добраться на автомобиле. Все готовы покорять вершины